Здравствуйте, добро пожаловать на канал Галина Jewelry. Меня зовут Елена, и я занимаюсь созданием украшений ручной работы. Сегодня хотела вместе с вами оплести шарик. В общем, сначала, смотрите, я сделала шарик вот такой, золотой, золото и жемчуг. Потом сделала я вот такой шарик. Тоже золото и жемчуг, но немного по-другому, да. Затем вот такой шарик, серебряный, конечно же, да. Серебро и жемчуг. И последний был вот такой шарик. Золото, жемчуг и красный. Но в чем интерес-то вот этого оплетки, ну, на мой взгляд, опять же, это то, что она снимается. Вот смотрите. Эта оплетка снимается, обвязка, не знаю, оплетка. Вот, и ее можно надеть на другой шарик. Шарик вот этот 6 сантиметров. И вот, в общем, такие вот я буду оплетать. Теперь, вот этот, видите, я сделала, у него горлышко широкое, потому что этот шарик, он оказалось, что он вот такой он. Я даже не знала, когда их брала. Видите? То есть это прям такой совсем сделать своими руками. Вот. А вот эти все остальные, они просто вот, тут та же самая задумка, что можно надеть на другой шарик. Вот. Только вот знаете, я думала, как лучше просто делать. Вот в данном случае у меня, видите, он очень туго здесь сидит, то есть или его нужно так с усилием надевать, или снимать вот эту вот штучку сверху и надевать. Вот. Или вот здесь тоже так же, вот я, видите, сделала. Вот, то есть нужно снять вот эту вот заглушку сверху, и тогда уже можно надеть нормально. Но это, конечно, не очень, на самом деле, удобно и хорошо, потому что заглушки вот эти, как показала практика, бывают разные. Я-то привыкла к таким, у которых внутри вот это железное, как скрепка, да. В данном случае это не так. То есть, ну, короче, в общем, я поняла, что удобнее делать, когда, знаете, вот там с усилием надо надевать. Это, конечно, не дело. Вот я поняла, что лучше делать вот как здесь я сделала, там можно его надеть без усилия. То есть такой размер вот этого горлышка подгадать, чтобы он вот проходил нормально. Вот, без, чтобы не нужно было не снимать вот эту штуку, никуда не давить. Вот. И вот, ну, не знаю, на мой взгляд, это интересная идея. Для тех, у кого, может быть, кто орнаменты часто меняет, вот эти вот шарики, если это в подарок, потому что, ну, вот я буду дарить вот так вот, но, может быть, у человека шарики там какого-то другого цвета, откуда же я знаю, на самом-то деле. Вот, поэтому в моем случае я их делаю таких, ну, нейтральных, скажем, новогодних, рождественских цветов, вот эти вот штуки, и там уже люди сами решат, на какие шарики они их наденут. Так, в общем, сегодня я хочу сделать оплетку вот такую же в точности. Мне она прям очень понравилась, как она смотрится. Вот, сейчас я разложу. Вот она, видите, помните, как салфеточки такие вязали? Вот что-то похоже. Единственное, что вот это горлышко я сделаю послабее. Вот. Так, еще, да, у меня задача была, ну как задача, такой самочеллендж. Я себе поставила использовать пластиковые бусинки. Вот. Поэтому вот в этих орнаментах я использовала бисер. Да, еще китайский бисер. Вот, то есть тут две фишки у меня. Пластиковые бусинки и китайский бисер. Вот. И я считаю, получилось, ну, хорошо. Для того, чтобы сделать вот точно такую же вот оплетку, я тут себе насыпала китайский бисер. Он соответствует размеру 11, но он, конечно, так немного неровный. Далее бусинки 3 миллиметра, это вот для горлышка, всего 10 штук в моем случае. Бусинки 5 миллиметров.
Вот, бусинки 4 миллиметра, рисинки вот эти вот 5 миллиметров, они, по-моему. Еще 4 миллиметра золотые бусинки. Вот такие же в точности, но 6 миллиметров. И капельки. Тут у меня два размера капелек. Сейчас покажу. Смотрите, вот побольше есть и вот поменьше. Вот. Ну, это вот исходило из того, что было. То есть я, правда, и лепила из того, что у меня было. Так, оплетать, смотрите, я буду шарик красненький такой. Гамма у меня будет бело-золотая, очень классическая все. И начну я с оплета вот этого горлышка. Шарик лучше держать рядом где-то, чтобы на него это все примерять. Вот. Я его вот так сажу и вот держу его рядышком. Так, смотрите, для того, чтобы сделать вот этот первый ряд, так сказать, мне понадобятся бусинки 3 миллиметра, 4 миллиметра и 5 миллиметров. Вот. Ну, это вот то, что я рассчитала под вот это свое горлышко. Вот. Итак, набор такой. Сначала 1, 2, 3 и 1, 3 миллиметра. Так, и оплетка это такая же, как я оплетала Риволи в последнем этом мастер-классе. Вот, поэтому можете туда зайти посмотреть, если здесь непонятно. Вот. То есть там суть, чтобы сделать окружность, в которой внутренний диаметр меньше, чем наружный. Вот. Казалось, то, что работает для Риволи, работает и для новогодних шариков. Так, теперь вот я завязала, видите. Теперь я хочу выйти из вот этой бусинки 4 миллиметра. Я внизу еще напишу под видео, какие материалы нужны. Так, смотрите. Можно пройти 2 раза здесь, в общем-то, вреда не будет никакого. И смотрите, выходим из бусинки . Так, теперь вот сейчас набираем 5 миллиметров, 4 миллиметра, 1, 4 миллиметра, 2, поймать, и 3. Вот так вот. И проходим сверху. Вот, смотрите, в эту бусинку 4 миллиметра. Вот так. Получается у нас вот так. Теперь вот эту ниточку берем и вот так кладем поверх бусины 5 миллиметров. И проходим подтягиваем, то есть немножко все это натягиваем, но не очень сильно. Вот, и проходим в 4. Получается, смотрите, вот так. Вот. Теперь набираем опять 5, 2, 4 и 1, 3. И проходим опять в 4. Так сверху. Смотрите. Подтягиваю, чтобы оно было не расхлябанное. И вот так. Вот. Далее берем ниточку и кладем ее поверх 5 миллиметров. Проходим снизу вверх, вот, через 4 миллиметра. И подтягиваем. Видите, получается вот так. Это у нас будет внутренний. Так. Теперь опять то же самое. 5 миллиметров. 1, 2, 4 и 3. Вот так. И проходим опять сверху вниз через 4. Так. Подтягиваем. Да, вот все время. Так. И опять ниточку берем и кладем вот так сверху. В общем, нам нужно вот таких вот сделать, чтобы было 8 бусинок 5 миллиметровых. Вот
вот этих, чтобы было 8. Тогда я к вам вернусь. Мы закроем круг. Так, ну вот смотрите, я набрала 7 бусинок, да, вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сейчас прохожу опять снизу вверх, то есть вот она моя ниточка. Кладу ее поверх пятой. Прохожу в четвертую снизу вверх. Теперь последний набор и будем соединять кольцо. 5 миллиметров, 4 миллиметра, 4 миллиметра и 3. Вот набор. Теперь вот в эту четвертую сверху вниз подтягиваю немножко. Так, теперь вот здесь нужно подтянуть. Да? Теперь также кладу ниточку поверх бусины 5 миллиметров, прохожу снизу вверх через вот эту бусинку и через вторую тоже. Сейчас будем закрывать. Вот так. Вот вышла я из вот этой бусинки, набираю 3 миллиметра. Вот. И вот видите, получается колечко. Да? Прохожу теперь в четвертую. Вот так поверну его сейчас. Вот. Прохожу в вот эту вот с другой стороны. Бусинку 4 миллиметра с другой стороны. Да? Смотрите. Вот. Закрыли колечко с этой стороны, с внутренней. Сейчас набираем 4 миллиметра и проходим через вот эту бусинку. Вот. Сейчас я ее найду и покажу. Вот так. По сути получается вот он, крестик такой, да? Вот. Сейчас мы по нему пройдемся еще разок, чтобы чуть-чуть закрепить. Вот так. Так. И сейчас мне нужно выйти. Вот я вышла из бусинки 4 миллиметра. Сейчас я пройду в бусинку 3 миллиметра вот так снизу. Потом в 4 вот здесь. Смотрите. И в 5 вот так. И сразу в четвертую. Почему? Потому что нам нужно вставить еще 2 бусинки 5 миллиметров. Вот они как раз встанут вот сюда и вот сюда. Так, набираем 5. И еще одну 5. И смотрите, вот это все может меняться в зависимости от того, какие у вас бусинки. Просто нужно как бы подобрать размер, вот, чтобы вот это колечко было таким плоским. И, как всегда, нужно взять и примерить на... То есть я бы рекомендовала бы примерять. Вот, вот так, видите? Вот он так ложится на шарик. Ну все, дальше будем уже декорировать, по сути, вот это. То есть это вот основа. Следующий ряд я просто буду делать крестики как бы вокруг вот этих золотых бусинок. То есть вот вышла я из золотой бусинки. Смотрите. Теперь набираю 3 бусинки 4 миллиметра беленьких. На удивление сложно. Так. И прохожу вот так. Видите? И выхожу из следующей пятерки. Так. Смотрите, получается вот так. И сейчас так сделаю вокруг вот всех 10 бусинок. Сделаю вот такие крестики. Опять же немного подтягиваю каждый раз. Вот видите, получается вот так. Ну что, вот сделаю вот эти крестики вокруг всех 10 бусинок 5 миллиметров и вернусь к вам. Так, ну смотрите, то есть вот получилось вот так, видите? Теперь для следующего этапа я хочу соединить вот эти лучи, вот
вот эти бусинки выступающие. Соединять я их буду с помощью бусинок золотых 4 миллиметра и вот бисера. Делаю вот такой набор. 2 бисеринки, 1 бусинка, 2 бисеринки. И прохожу в следующий луч. Вот так. Видите? Получается вот так. И тут смотрите, потом уже, когда подплетете, всегда можно пройтись по второму разу. Но я бы не рекомендовала сразу сильно затягивать это все, потому что вы хотите, то есть мы хотим, чтобы вот эта оплетка, она как бы не спадала с шарика. Если она будет очень жесткая, то она будет немножко колом стоять. Дальше 2 бисеринки, бусинка. Сейчас фокусируем. 2 бисеринки. Вот так. Вот. И следующий луч. Вот. Ну и вот сами можете как бы посмотреть, как получается, даже вот вблизи под увеличением. Ну как бы на елке-то никто так не рассматривает, да. Ну вот как смотрятся пластиковые бусины и вот этот китайский бисер. По-моему, вполне себе неплохо. Смотрите, получается вот так. Вот я всегда проверяю, чтобы она лежала плоско. И это можно на шарик еще надевать. Смотрите, как вам нравится, не нравится. Дальше следующий момент. Я сейчас буду оплетать вот эти вот бусинки. То есть сейчас увидите как. Значит, набираем 5 бисеринок. И проходим вот так вот с обратной стороны. Вот так. Вот. Вот так получается. Дальше выходим в следующую золотую бусинку. И набираю я 1 бисеринку, 1 бусинку, бисеринку, бусинку, бисеринку, бусинку, бисеринку. Вот так вот, что получилось. Вот видите. И прохожу через так. Вот. Получается вот так. Получается вот такой крестик здесь. Вот. Ну и все, теперь я буду чередовать. То есть один вот такой, один вот такой. Все, встретимся с вами, когда пройдем все 10. Сейчас, ну, я думаю, понятно уже по логике, нужно соединить вот лучи еще раз. Я буду соединять вот эти вот. Вот эти с этим, этот с этим. Так. Набираю я бисерина, продолговатая бусина, бисерина, бусина. Сейчас покажу. Бисерина, золотая бусина и вот так. Так, смотрите, вот такой набор. И соединяю вот со следующим крестиком. Прохожу через золотую бусину. Вот. Так, получается вот такая арка. Дальше. Давайте еще один набор вместе сделаем и уже так. Набираю я свои бусинки. Вот. Вот он мой набор. И соединяю. О, как нет. Под камерой. Так. Так. Ну вот. Все, теперь я все их соединю и вернусь к вам. Так, ну вот смотрите, соединила я все арки и вышла вот из золотой бусинки. Теперь для следующего ряда мне нужно будет соединить вот эти бусинки между собой. Соединять я буду точно так же, только вместо 2 рисинок будет 3. А так все то же самое. 6 миллиметров золотые рисинки и бисер. Вот.
Итак, бисеринка, бусинка, бисеринка, бусинка, бисеринка, бусинка, бисеринка. Вот 3. Теперь бусина, бисеринка, ага, бусинка, так, ну вот, сейчас, вот он набор, вот, вот такой набор. Сейчас также точно так же соединяем. Все. Вот такая вот дуга получается. Ну и все. Сейчас я вот так вот, видите, немножко поворачиваю. Я прям правша, поэтому мне удобнее. В общем, в одну сторону и вот по кругу буду сейчас делать. Ну что, доделаем и вернемся. Так, ну смотрите, вот соединила я арочками, да. И сейчас для последний этап это вот сделать капельки. Капельки будут вот тут, вот тут. В общем, 10 капелек будет. Вот. Для капелек мне понадобятся рисинки, бисер, вот эти вот 4 миллиметра золотые и капельки непосредственно. Смотрите, капельки. Капельки будем делать так. Вот сейчас я выйду сюда, в эту дугу. Так. И выйду я из бисера. Вот. Из бисера я вышла. Так. Теперь набираю бисеринку. Где там бисеринка? Набралась бисеринку, рис, бисер, 4 миллиметра и ну, в моем случае коротенькая капелька, вот так я решила, да, и еще бисеринку стопорную, вот такой набор. Теперь смотрите, пропускаю вот эту стопорную бисеринку и прохожу в капельку сразу и бусинку 4 миллиметра. Прохожу, придерживаю, держу вот за эту бисеринку и подтягиваю аккуратно. Здесь удобно, когда оно лежит такое вот плоское, чтобы ну вот натяжение это регулировать. Говорю, что как бы я хочу, чтобы у меня это украшение не спадало как бы на шарике, да? Дальше набираю бисеринку, рисинку и еще одну бисеринку. Вот так. Вот. И прохожу уже с другой стороны вот в эту вот бисеринку, видите? Вот. То есть такой V-образный как бы момент получается. Дальше иду по вот этой дуге до последней бисеринки. Сейчас. Что тут? Вот. Вот так. Так, вот я вышла из бисеринки здесь. Теперь набираю также бисеринка, рис, бисеринка, 4 миллиметра и длинная капелька в моем случае. И стопорная бисеринка. Вот так, смотрите. Вот так. Спускаю сюда, пропускаю стопорную бисеринку, не прохожу через нее, да? Захожу в капельку и четверочку. Вот так. Подтягиваю. Теперь набираю, набираю бисеринку, рисинку и еще одну бисеринку. Вот так. И прохожу через вот эту бисеринку с другой стороны 6-миллиметровой бусины. Ну все. И так вот делаю вот эти капельки. Так.
Все получается вот так, видите? Ну все, сейчас доделаю капельки, закреплю нитку, вернусь к вам. Так, ну что, смотрите, вот так вот вышла такая вот звезда, паутина, как хотите называйте. Сейчас давайте примеряем ее на шарик, на мой. Собственно, все, да. Так, вот так, смотрите, вот. Так получается. Я нашла, куда использовать свой китайский бисер и пластиковые бусинки. Получается очень хорошо. Веса, конечно, это добавляет шарику, но это все равно легче, чем стекло. Поэтому мне нравится. Вот. По времени, смотрите, я это делала на камеру, ушел у меня где-то час на это. Вот. Ну, конечно, первый может быть дольше, потому что там же нужно примериться. Знаете, тяжелее всего вот сделать вот это горлышко, чтобы оно хорошо садилось на шарик. Ну, а там уже как бы остальное уже не так сложно. Вот. И еще раз вот хочу обратить ваше внимание на то, что не перетягивайте нитку, потому что если нитка перетянута, то тогда он будет просто вот колом немножко стоять. И вот эти капельки тоже, то есть эту нитку ее не видно, оно как-то вот натягивается, ее не видно вот при нормальном таком рассмотрении, не под лупой. Вот, но зато вот висит это украшение так хорошо, мне кажется. Так, ну что, вот такой у нас получилось. Такая у нас получилась накидка. Слушай, я не знаю, как ее назвать. Такая у нас получилась оплетка, украшение для шарика. Надеюсь, вам понравился этот мастер-класс. И у меня есть еще идеи, знаете, хочу сделать вот для вот этого белого шарика такую серебристо-синюю гамму. Вот какую-то вот такую. Вот, хочу сделать. И еще у меня есть золотой шар. Вот такой. И для него я хотела сделать, знаете, у меня есть вот такие вот бусины. Я думаю, многие их знают. Они совершенно классные, вот эти наборы. Там бусинки размером от 3 до 12 миллиметров. У меня есть вот такой набор, и я вот хотела его плести. Они, знаете, такие как дуохромные эти бусинки. Сейчас так покажу. Может, кто не знает, конечно. Они пластиковые, но они очень хорошие по качеству. Они носятся прям, хорошо они носятся. Вот такие, видите. И они как бы дуохромные. Вот, в общем, я хочу вот оплести ими вот этот шарик. В общем, я могу это сделать тоже на камеру, может быть, сделать немного другой какой-то дизайн. В общем, если кому-то интересно, напишите, пожалуйста, чтобы я знала, что, чтобы я знала, в общем, чтобы точно это сделать тогда на камеру. Вот. Ну и большое спасибо всем за внимание. Надеюсь, вам это видео было полезным, ну или хотя бы таким развлекательным. Всех поздравляю с наступающими праздниками. До свидания.